Друзья, я снова вас приветствую на своем канале «В гостях у Мишани». Сегодня будем с вами делать колбасу халяльную, кошерную. Она будет состоять из говядины. Я перед этим, чтобы не занимать ваше время, 3 дня назад я сделал мясо предпосол, ребята. 3 дня это мясо у меня было в холодильнике при температуре 4 градуса плюс. В вакуумном мешке оно проходило процесс соления. И будем эту колбасу делать решетки 8 миллиметров. Вот такой вот решетки. Друзья, прежде чем прокручивать, я ее слегка подморозил, потому что колбаса любит холод. Но очень важно, друзья, следите за температурой. Температура не должна превышать 8 градусов, для того, чтобы получить качественную вкусную колбасу. Вот видите, она подмороженная. Ну, мы сейчас прокрутим мясо, включим нашу шейтан-машину и будем с вами добавлять к мясу специи. Давайте включим. Ну вот, ребята, мы перекрутили наш фарш. Очень важно поставить температуру, так как вращающие ножи могут нагревать фарш. Ноль градусов фарш. Отлично. Можно работать с таким фаршем. Ну, все, давайте поставим шейтан-машину в сторону, чтобы она нам не мешала. Сделаем порядок, прежде чем будем вымешивать фарш. Друзья, мы заранее подготовили наши специи. Я вам расскажу на 1 килограмм мяса. Я не стал забивать эту колбасу специями, потому что мы хотим чувствовать мясо. Вот я здесь все перемешал. Да, сахарочек я добавил 1,5 грамма на килограмм. Вот я все перемешал. Так как я вам говорил, мясо прошло предпосол, 3 дня пролежало. Сейчас мы будем добавлять специи. Ребят, добавили специи и добавим еще 10% холодной ледяной воды от количества мяса. Значит, 200 грамм водички. Ну и для того, чтобы вымешивать ледяной фарш, мы берем теплую перчаточку, одеваем. Чтобы не было холодно рукам, потому что ледяной фарш. Одеваем еще одну перчаточку. Вот. И будем сейчас вымешивать фарш до появления белых нитей, до липкости и до блеска фарша. То есть нам нужно, чтобы получилась липкая масса, чтобы колбаса наша была монолитная и красивая. Значит, взвешивали мы наши специи вот такими ювелирными весами. Рекомендую. Очень точные и классные весы. Я пользуюсь в течение 4 или 5 лет с этими весами. Ну и набивать мы будем нашу колбасу в коллагеновую оболочку 45 миллиметров. Ну и будем вымешивать. Тщательно надо вымешать фарш. Я думаю, минут 10 достаточно будет вымешивать фарш. Добавили еще водичку, чтобы хорошо распространились специи по всей поверхности фарша. И добавим еще сочность нашему мясу. Ребята, это еще не колбаса. Это еще котлета. Когда эта котлета пройдет все стадии варки и набьем нашу оболочку, тогда она будет называться колбасой. Пока это котлета. Обязательно должна пройти все стадии приготовления колбасы. Я имею в виду в духовке.
Ну и будем так вымешивать еще минут 5. Встретимся, когда вымесим фарш. Ребята, мы вымесили наш фарш. Вымешивали, правда, его 8 минут. Он стал, посмотрите, какой фарш стал липкий. Видите, появились белые белковые нити. Видите, какой липкий фарш? Вот такой вот липкий фарш, ребята, у нас получился. Это говорит, что колбаса будет классная, монолитная, при нарезке она не будет разваливаться. Будет очень вкусная. Значит, у кого есть вакууматор, вот как у меня очень простой, я уже не раз говорил, на Алиэкспресс копейки стоит. У кого нет вакууматора, значит, или в этой посуде же накрываем все плотненько пленочкой, или упаковываем в салофановый пакет. Главное, чтобы не было соприкосновения с кислородом, потому что здесь гемоглобин, смеси с кислородом, мясо просто потеряет цвет. Это первое. А второе, если у вас есть какие-то продукты в холодильнике, они просто напитают все эти прелести наших специй и будут со вкусами наших специй. Так лучше герметично закрыть. Я пользуюсь вакууматором. Очень полезная вещь дома. Для длительного хранения очень подходит. Причем всего. Давайте мы... Значит, фарш вымесили. Сейчас мы мясо поместим в вакууматор и потом с вами включимся. После того, как мы завакуумировали наше мясо и дали в него специи, хорошо перемешали, мы его завакуумировали, чтобы мясо подружилось со специями. Это будет очень вкусно. Но старайтесь, в холодильнике поставим на 24 часа на температуру 4 градуса плюс. Но старайтесь распределять мясо по всей плоскости. Я вам скажу для чего. Просто перед набивкой, когда вы будете набивать мясо, вы должны его немножко подморозить. А когда оно такое плоское, оно подмораживается быстро. И тогда вы сможете его набивать в вашу оболочку. Ребята, встретимся завтра. Ну что сделать? Колбаса требует время. Хорошая колбаса требует время. Сегодня мы будем продолжать делать нашу колбасу. Значит, фарш простоял 24 часа в холодильнике. Я его слегка подморозил, чтобы он был холодный. Приготовил шприц. Кстати, новый шприц у меня. Будем сейчас набивать его и заполнять нашу шикарную оболочку. Оболочка, я хочу вам сказать, коллагенная, 45 миллиметров. Друзья, при набивании шприца очень важно хорошо утрамбовывать фарш, чтобы не было лишнего воздуха. Начнем делать колбасу. Друзья, как всегда, шприц готов, насадка на месте. Сейчас нам нужно, чтобы подогнать мясо до конца нашей цепки, чтобы не было воздуха лишнего. Вот так. Все. Друзья, прежде чем пользоваться нашей оболочкой, я ее замочил в теплой воде, добавил немножко соль, тоже своего рода обеззараживание. Поставил ее на минут 20 при температуре воды 40-35 градусов. Дать ей возможность немножко намочиться, тогда она будет более эластичная, ее будет легче набивать. И вот, ребята, оболочка готова. Давайте ее оденем на цепку для того, чтобы набивать. Одну сторону мы обязательно завяжем с вами плотно мясом, чтобы не было лишнего воздуха. Вот так, ребята, плотно мы набили оболочку. Сейчас будем
формировать колбаску. Давайте мы раньше набьем все оболочки, потом будем завязывать ее. Вот такая мини-палочка у нас получилась, ребята. Я сейчас очищу цепку от мяса, вобью в оболочку и будем с вами формировать колбаски. Значит, колбаску мы сделали, теперь осталось нам только ее уплотнить. Как мы будем ее уплотнять? Мы будем стягивать ее вот таким кулинарным шпагатом. Раньше мы закручиваем как конфетку, вы видите? Вот так. Чем плотнее, ребята, затем мы берем шпагат и закручиваем, затягиваем. Чтобы колбаска была упругая и монолитная. Вот такая палочка, ребята, у нас с вами получилась. При помощи вот таких вот иголочек будем прокалывать, если есть воздушные пузырьки самой колбаски. Я держу их в водке, чтобы они были чистые. Ну и так, ребята, продолжаем завязывать всю нашу колбаску. Видите, опять затягиваем как конфетка. Отрезаем ниточку. Вот, посмотрите, какая упругая колбаска, как она прыгает. Ну и так мы завяжем, ребята, всю колбаску. А когда будем протыкать иголочкой колбаску, искать наличие воздушных пузырьков, мы с вами включимся. Ну вот, друзья, наш шедевр готов. Осталось только проверить на наличие пузырьков воздуха. Ну вот, друзья, колбаска на осадке. Она провисит 1,5 часа-2, потому что она немножко влажная. Лишняя влага с нее стечет. Потом ее смело поставим в холодильник на 12 часов. Очень важный процесс – это осадка, ребята. Это формирование собой колбаски и склеивание мяса между собой. Друзья, колбаса провисела на осадке 24 часа. Сейчас мы ее оттепляем до комнатной температуры, потом будем варить. Для приготовления колбасы есть 3 этапа. Первый этап – сушка, второй этап – жарка, третий этап – это варка колбасы. Все 3 этапа очень важны для колбасы. Очень важно соблюдать температурный режим, чтобы не получить в конце испорченный продукт. Поэтому нужно всегда контролировать температуру внутри колбасы и контролировать температуру в самой духовке, чтобы получить хороший вкусный продукт. Второй этап – это жарка. Повысим температуру в духовке. Друзья, не мог удержаться, хотел вам показать, какой насыщенный бордово-красный цвет нашей колбасы. Это на втором этапе жарка. Она стала еще темнее и еще красивее. Вот, друзья, мы перешли к третьему этапу приготовления колбасы, варка. Мы на дно духовки поставили кастрюлю с кипятком, включили нижний тен, повысили температуру духовки до 80 градусов, без конвекции. Температура в колбасе должна быть 71-72 градуса. Мы закончили последний этап приготовления колбасы. Сейчас мы делаем душевание холодной водой, чтобы резко прекратить варку колбасы. Это очень важный этап, ребята.
Ну, ребят, наконец-то настал день, когда я могу продегустировать свою колбаску. Посмотрите, какая красивая колбаска. Пахнет она идеально. Я ее подкоптил. У кого нет возможности подкоптить, ее достаточно после охлаждения повесить, водичка стекла, поставить в холодильник на стабилизацию. А на следующий день ее можно уже пробовать. Когда жирок стабилизируется, станет беленького цвета, и соки разойдутся равномерно по всей колбаске. Ну, не факт, не обязательно ее коптить. Ну, запах придает. Наша колбаса делалась неделю. Все в ролике, все написано, вы все увидите. Давайте теперь посмотрим разрез, как она, колбаска на разрезе. Запах, конечно, обалденный. Вот так. Плотненькая колбаска у нас получилась, ребята. А вот такая колбаса у нас на разрезе получилась. Посмотрите, какая красивая, шикарная колбаска. Колбаска получилась душистой, сочной и пахнущей. Нет пустот, жирочек белого цвета, колбаска монолитная, не похож как мочалка, а монолитная колбаса. Вот такая красота, ребята. Давайте ее дорежем, попробуем. Ой, какой запах. Запах обалденный, ребят. Друзья, посмотрите, какая колбаска получилась. Сейчас мы... И как легко сходит с нее оболочка. Видите? Это значит, колбаса была приготовлена правильно, и все температурные режимы были соблюдены правильно. Посмотрите, какая она не ломается, она гибкая, она эластичная. А давайте ее сейчас попробуем с большим удовольствием, потому что она пахнет. Я с вами говорю, а у меня полный рот слюней. Давайте попробуем уже ее. Ребята, до того вкусная колбаса, чувствуется мясо. Я много специй не давал в колбасу, а именно мясо. Чувствуется мясо и легко где-то специи, которые мы дали. Я вам рекомендую сделать такую колбасу. Я хочу пожелать всем добра, мира. Ребята, пользуйтесь моим рецептом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А еще не пропустите интересную колбасу. Я буду делать колбасу печеночную, из печенки куриной. Не пропустите, очень вкусная и интересная будет колбаса. Это, кстати, мой авторский проект на канале. А колбаску я назвал кошерно-халяльной, а назову ее «Дружба» колбасу. У кого будет другое мнение, пишите, мне будет интересно прочитать, как бы вы назвали эту колбасу. Мира, добра, всего доброго, ребят. Всех люблю, подписчикам мое сердце. Всем всего хорошего, ребят. До новых встреч и вкусных встреч. Колбаску не пропустите, печеночную колбасу не пропустите.